С вами Ольга Молодцова, и вы на канале «Вкусно дома». Сегодня будем готовить голубцы. Такое любимое и знакомое с детства блюдо, но многие не решаются начать его готовить, так как считают очень сложным. Будем разбираться вместе, так ли уж сложно его приготовить, а понадобятся нам следующие ингредиенты. Целый качан капусты, 3 луковицы, 1 морковь, 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка перца, 400 граммов мяса, 3 столовые ложки риса, 300 граммов сметаны и полстакана воды. Как известно, для голубцов нужно взять лучше слабый качан капусты, чтобы листья от него легче отделялись. Сейчас будем делать именно это – отделять листья и варить их в чуть подсоленной воде. Делать это нужно очень аккуратно, осторожно, чтобы не повредить листья, ведь в них мы будем закручивать начинку. Вот эти жесткие основания у листьев лучше срезать, так голубцы будут мягче и нежнее. Варим листья в большой кастрюле в подсоленой воде в течение 5-6 минут, чтобы они стали достаточно мягкими. Пока капустные листья готовятся, можно сварить рис для фарша. Причем любым удобным для вас способом. На плите, в пароварке, я это делаю в микроволновой печи. 16 минут, средняя мощность, 1 часть риса и 2 части воды. И теперь приступим к приготовлению фарша. У меня говядина, но мясо можно брать любое, какое вам нравится. Кто-то готовит из свинины, кто-то смешивает говядину и свинину, а кто-то готовит вообще из курицы. И для начала нарежем мясо, очистив его от всех пленочек и жира, и перекрутим через мясорубку в готовый отварной рис. Также для фарша нам понадобится 1 средняя луковица. Нарежем ее и прокрутим вместе с мясом. Добавляем чайную ложку соли, пол чайной ложки перца и столовую ложку бульона, в котором варились капустные листья. От этого фарш станет сочнее. Теперь хорошо его перемешиваем. Ну вот и все, листья и фарш у нас готовы. Сформируем теперь сами голубцы. И прежде чем голубцы тушить, их нужно обжарить. Можно это сделать 2 способами. Первый – на сковороде, но если честно, мне он нравится не очень. Там используется больше растительного масла и брызги летят просто во все стороны. И второй способ – в духовке. Противень смазываем небольшим количеством растительного масла, укладываем голубцы и запекаем в течение 30 минут на 180-200 градусах. И пока голубцы в духовке, нарежем полукольцами лук и натрем морковь на крупной терке. Теперь на растительном масле обжариваем лук до слегка золотистого цвета. Добавляем соль, перец, а затем морковь и обжариваем все вместе до готовности. Вот такая красота у нас получилась в духовке. Теперь выкладываем голубцы в сковороду, покрываем луком и морковью, которые мы заранее обжарили, и заливаем сметанным соусом. Готовится он очень просто. Нужно смешать сметану, воду и оставшийся соль и перец. Если вы хотите, чтобы подливка была более жидкой, добавьте немного больше воды. Накрываем крышкой и тушим в течение 30 минут на среднем огне. Вообще голубцы будут готовы минут через 15-20, но если вы хотите, чтобы они были очень нежными, просто тающими во рту, потушите их 30 минут. Да, конечно, это блюдо готовится не 15 минут, но поверьте, оно того стоит. Вот такие нежные, вкусные голубцы получаются по этому рецепту. Если он вам понравился, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые видео. Пишите мне комментарии, а также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!